идет дождь. Сегодня 9 марта 2025 года. Хотел бы еще один анонс записать своих видео, которые на канале моем размещены перед третьей серией строительства дома. В этой серии будет видно, как я начал строить дом. Конкретно прям начали копать землю. Я попробовал сам это делать, но понял, что это невозможно, потому что вот здесь земля такая очень плотная, и надо приложить очень максимум усилий, чтобы строить ее, чтобы копать. Поэтому, конечно же, я использовал труд наемных работников, которых здесь нанимал, но в начале строительства это было не так все просто, надо было договориться с ценой, чтобы им было интересно, и мне не накладно было, потому что здесь очень много связано с тем, что как устроен у них быт, много церемоний и другие есть какие-то события, которые отвлекают от строительства. И вот именно в этой части будет видно, что какие возникли проблемы. Также я в ней рассказываю, какие стройматериалы использовал для строительства и примерно стоимости, то есть на тот момент, это 2020 год, сейчас 2025, цена, конечно, изменилась с новыми событиями, которые в мире происходят, и рупия обесценилась тоже, то есть в отношении к тому времени. Пандемия, конечно, была своего рода стимулом для стройки. И вот, там стройка, которую я рассказываю, сейчас я покажу примерно, как это сейчас это выглядит. Дом стоит вот здесь, а стройка начиналась вот в этом месте. Сейчас я покажу. Постараюсь. Вот это все пространство, еще здесь ничего не было. А первый, скажем так, момент, который там начинался, это вот здесь. Я начал был копать. Сейчас это выглядит совсем все по-иному. То есть вот с этого места начал копать под строительство дома. Сейчас вот дожди идут. Да, и вот здесь вот такая вот стройка получилась. Сейчас, конечно, трудно узнать, и там деревья другие были. Тогда какой-то был засушливый сезон или что, не знаю. Но сейчас все зелено. Правда, и сезон дождей, то есть март месяц еще. Вчера такой ливень был здесь. Поэтому все зависит от года, когда это было. То есть, может быть, меняются периоды какие-то. А сейчас предлагаю вам посмотреть тот 2020 год, если интересно будет. И потом будет другие серии. Спасибо за внимание. Сегодня 20 октября. Пролетело 10 дней, ничего толком не сделал. Оказалось, что погода вроде жарко, а когда дождь, очень холодно. Ладно, я, простыл и практически 10 дней ничего не делал. Собственно говоря, ничего не делали. Вот. Еще привезли сюда камень для фундамента. Вот. Как я и говорил, еще тут добиваю дорогу вниз, чтобы можно было ездить нормально здесь. Она была очень узкая здесь. Сейчас это вот на такой стадии. Тут как-то тоже заливали, пошел резко дождь, закрыли сколько смогли, и все, и остановилась работа. Это я тут уже позавчера что-то делал, и опять дождь прихватил. И вот на этом участке пока вот так вот все остановилось. Вот я запланировал, что до этого камня сделать.
Потом, может быть, потом как-нибудь сделаю остальное. Вот такой вот получился промежуток времени. Не задействовал, ничего не делал. Тут особо не старался. Делал тяп-ляп, можно сказать. Начинается сезон дождей. И ливни такие очень сильные бывают. Соорудил такую крышу. Здесь то сильно жарит солнце. Так, ну что, как-то надо начинать копать. Даже не знаю. Ну и, собственно говоря, ничего особо не теряю. Такой вот сейчас вид здесь. Пока здесь ничего нет. Так, прошел месяц церемоний. Занимались тем, что делали дорогу сюда на участок, потому что тяжелый подъем и узкая дорога, пришлось потратить очень много времени на дорогу. Привозили сюда много камней, привезли цемент, бетономешалку. Сейчас идет дождь. Занимаемся тем, что все-таки начали копать под забор, траншею. Хотел сказать, что сейчас сезон дождей начинается, и, видимо, часто будем останавливаться. Вот. Ребята сегодня начали первый день копать под траншею, под забор. Сидят вот там, отдыхают. Так что вот такая история. По материалам, что можно сказать? Материалы, конечно, здесь они внизу недорогие, но на высоту 230 метров, чтобы поднять их, они поднимаются в цене буквально, можно сказать, в 1,5 раза. Вот тут начали копать, что-то как-то у них тут не задалось пока. Хреново что-то идет. Плохо что-то у них идет пока тут. Так вот. Ну, здесь я поправлю потом все это. То есть по ниточке мы все вывезем. Вот.
такой дождь идет. Загородил здесь участок, а тут люди ходят и постоянно сшибают мне веревочку эту. Вот. Что добавить еще? Так, ну, надеюсь, будем как-то более активно строить что-то. Сейчас я проверяю, как эти строители, вернее, помощники работают, насколько успешно, не ленятся или нет. То есть это вот за день мы прокопали вот эту вот траншею. Ну, я приехал после обеда только. Вот. А они тут с утра копались. Как бы зарплата, договорились, 100 тысяч рупий человек в день. Вот такая зарплата сегодня здесь. Не знаю, может быть много. Но для нашего сезона, вот, который сейчас тут карантин, кажется, нормально. Пока вот так. Спасибо за просмотр. 24 октября 2020 года. Продолжаем стройку. Сегодня работают 6 человек. Надо было срезать землю, чтобы построить забор. Работа, конечно, тяжелая. Надо еще углубиться на 30 сантиметров, чтобы начать строить стенку. Вот такая особенность террасового строительства. То, что ступеньками все. Сейчас ребята отдыхают. Еще надо копать. Как-то вода вон идет. Погода вроде не дождливая, вчера был дождь достаточно сильный, все в грязи было, сейчас сухо, быстро высыхает. Вот здесь намечена должна быть стена дома. Пока вот такое вот состояние дел. Двадцать 5 октября. Очередные работы. Быстренько сейчас пробегусь по периметру. Сегодня закончили копать траншею под забор, который сам был для меня, наверное, просто непостижимо. Как его было надо копать. Тут 1,40 м высота. То есть вот так вот получилось. Просто все они тут замучились копать. Ну, с одной стороны, здесь не камни большие, но очень плотная земля, трамбована. Вот такая вот ступенька. Мне кажется, здесь больше, да. Вот. Завтра, надеюсь, привезем камни под забор, под фундамент забора, точнее. Здесь я уже накидал камней. Вот. Такая вот земля, столько вот земли осталось. Ну, в принципе, может быть, и из расхода. Тут на такой высоте все
по высокой цене получается. Может, не надо будет возить землю, которая мне нужна в дальнейшем, будет заполнять пространство под, ну, заполнять пространство, где надо будет потом достраивать, ну, полости, в общем, заполнять. Так, еще сверху еще. Сверху я тут пытаюсь разметить под фундамент дома. Здесь как бы уже дальше ничего не буду делать, а здесь надо копать под дом. Под дом надо копать еще вот 40 сантиметров, глубиной 60. По крайней мере, так мне сказали местные строители, которые уж не один объект построили. Вот так вот. Идем дальше. Вот сюда ходит и сюда. И вот почти все обошел. Дальше тут надо прыгать просто вниз. Вот такой примерно получается дом основной, потом еще веранда. Ну, пока места хватает. И фронт работы есть. Вот. Так что идем. Приехал хозяин земли, который продал мне. Посмотрел, все ли в порядке. Так что вот пока не стемнело, я решил снять. То потом завтра работать не будем. Отдохнуть надо, потому что они что-то как-то медленно стали совсем работать, мои рабочие. То есть день они активно копали, потом все тише и тише и медленнее, поэтому нужен отдых. Это бесполезно копать, снова надо, а у них сил просто нет уже. Вот такой вот сегодня был день, 25 октября. 28 октября. Продолжается стройка. Ну как продолжается? Что-то копает. Привезли еще больше камней для фундамента, как забора, так и дома. Значит, посоветовавшись со строителями местными, вынесли решение 60 сделать здесь, основное 40. Такая вот канава тут получилась под забор и стену заднего дома. Так, собственно говоря, пока и все. Столько вот камней перетащили сюда. Уже, наверное, машин 6. Да, наверное, так. Приехал сегодня на мотоцикле, сказали, что сегодня не проехать будет, очень много транспорта там на дороге будет стоять. И на машине не проехать. Не знаю, я проехал, никаких там проблем не испытал с этим. Так, еще у нас появилась задача с шлангом для воды. Что-то у нас тут хозяин этой земли, который раньше давал воду, сказал, что у него шланг кончился куда-то. Проверим, сколько там воды. Совсем мало. Тут даже это
даже не начать строить, можно сказать. Вот цемент. Мошки вот здесь завелись. Всякие разные. Надо как-то, значит, закрывать эту всю воду. Вот как она выглядит внутри. Через фильтр надо запускать. Такая вот история. Так. Но они пользуются водой, просто руки моют, ноги там воду мочат землю, чтобы легче копать было. Так, вот. Сегодня 29 октября. Я решил записать видео, где покупаю стройматериалы для стройки. Вот так выглядит магазин на севере. Ну, в принципе, они везде такие магазины, потому что буквально через каждый, может быть, километр находится такой магазинчик, где продается все для стройки: цемент, металл для фундамента, трубы и все сопутствующие товары. Сейчас я покупаю арматуру для бетона, для того, чтобы фундамент укреплять. Также здесь вот песок продается, но все это в 2 раза выше по стоимости, потому что надо брать песок с карьера, тогда он дешевле. Вот такая вот ситуация. Может быть, нет, я все равно не. Мешки есть по 50 килограмм, есть по 40 килограмм. По 40 килограмм мешки 50 тысяч рупий стоят. Есть еще маленькие, видимо, мешки. Я не знаю, что здесь такое. Вот такие вот материалы. Октября. Такое мокрое не из-за того, что дождь шел, вспотел очень сильно. Вчера был сильный дождь, и здесь очень влажно сейчас, поэтому очень потеешь сильно. Сегодня получилась такая история. В общем, бригада не вышла на работу вчера. Я им сказал, что вместо 4 будет 3 человека работать. И, в общем, они забастовали. Надо, говорит, на бетономешалке 2 человека, чтобы работали. Вчера я наблюдал, что просто человек стоял без дела. Вот, я сам пришел тут, занял этого человека работой. И, в общем, вот так получается, что начали диктовать условия. То есть, зарплата была, конечно, с самого начала 120 тысяч для всех рабочих. Потом я уменьшил, так как спросил, как все платят. Для начала, в принципе, для того, чтобы привлечь, наверное, народ, я там спонсировал их. Вот. Посмотрел, как они работают. В принципе, не особо утруждается, поэтому и спросил, сколько платят. По 80 стал платить рабочим, и мастер 120. Вот. И они вчера тут что-то начинали демагогией заниматься по поводу того, сколько там рабочих надо. Мне торопиться, я сказал, некуда. Достаточно вот такое количество людей, чтобы работало. И в итоге то ли они там пошли на свои церемонии, которые им нужны. Было сегодня, никто не пришел сегодня. То есть ГИД, конечно, работал, то есть вот привезли песок сегодня сюда. Вот еще. То есть вчера вот все, что там сделали, вот там вдалеке видно немножко. Вот так вот сделали. То есть он вчера, так называемый мастер, выставил ориентиры для камня выкладывать, как вчера вот здесь вот залили, и то это при моем участии уже.
может быть, даже этого не сделали бы вчера. Так как все это с кофе, с ланчем, то есть с ланчем, то есть со всеми перерывами. Очень медленно работа идет. Так вот, идет медленно. Значит, вчера я не снимал, по-моему, да? Снимал. Ну, вот так вот как бы выглядит на сегодняшний день. Есть участок. Процесс, конечно, идет, но медленно. Ну, и, в принципе, я не особо тороплюсь. Вот. Вчера очень сильный ливень был. Внизу там все залило. Здесь я не видел, что было, но вроде сказали, тут ничего такого не произошло страшного. Вода бежала по дороге. Там вот. Сюда не дошло. То есть все вот сыро было. Когда сыро, здесь вообще глина прилипает к ногам. Невозможно ходить. Вот так вот продвигается работа. Ну, в принципе, на другое я не рассчитывал, не думал. В ближайших видео расскажу, может быть, про производство красного кирпича, который буду использовать для стройки местного производства. Ручная работа. Каждый кирпич делается вручную. Вот. Два варианта, вернее, три здесь варианта есть, из чего построить дом. Ну, в смысле, основной дом. Первый вариант простой, это вот этот блок, который называется здесь на местном языке батаку. Он тут широко распространен и самый как бы доступный. Вот он лежит здесь. Длина его 36 на 16 и на 9 сантиметров. Его практически все используют. Цена его внизу может быть даже 1200 рупий вот этих. То есть на наши деньги в рублях, если в рублях наших, это, наверное, 5 рублей, 5-6 рублей. Но когда довозим его на место, вот здесь вот у нас на участке, здесь цена выросла до 2400 рупий. То есть, соответственно, где-то получается где-то уже 10 рублей с копейками. То есть вот так. Камень тоже увеличивается в цене. То есть машина 11 кубиков, 11 кубов, да. Получилось 2 миллиона 100. Это где-то 6 тысяч, ой, 6 беру, 10-11 тысяч рублей. Песок сегодня привезли, машина 9 кубиков, стоит вот на этом участке с доставкой 1 600 000. Вот такая цена. Дерево тоже, в принципе, дорогое, вот, которое вот тут привезли для того, чтобы делать кладку кирпича или камней для опалубки. Еще используется арматура. Арматура есть как готовая для производства, для строительства, для стен. То есть они вот такие вот уже приготовленные по размеру 3,2. То есть они стандарт вот эти из этого кирпича, если делать из этих блоков, то 3 метра так и 2 метра в высоту. То есть они вот здесь приготовлены, порезаны на такой размер. То есть это уже готовы, можно укладывать и бетонировать. Я еще рассказать хотел, какой другой еще вариант. Красный кирпич второй, который используют здесь на севере именно, потому что на юге там его с доставкой, он очень дорого тоже получается, стоит. Здесь его используют, здесь его делают, видимо, вот эта глина есть, какая-то там другая, видимо, используется еще, ну, делают его здесь точно. И третий, это привозной, там блоки белые, они типа силикатные, не силикатные, там какие-то из спиненного какого-то там материала, но они не тяжелые, но их там на клей используются. Здесь они мало, в принципе, применяют, потому что все это приводится с другого острова, с Явы, и, соответственно, цена другая. Вот, собственно говоря, вот арматура, которая здесь продается. Я использовать буду 13-ю арматуру, вот, для армирования колонн. Вот она здесь лежит. 10 для горизонтальной армирования стен, 6 для формирования
этих колонн. Ну, это не тот размер, немножко другой будет. Вот. И, в общем, вся эта арматура, как бы, ну, частично мне пока хватит ее для стен дома. Вот. Ну, первым делом пытаемся сделать забор. Вот он здесь залили. Строительство немножко, как бы, все равно отличается от нашего. Ну, хотя, в принципе, вот эта часть начальная, она похожа, как в России делается. То есть этот фундамент для забора, он как бы также забутовали и залили сверху бетоном, раствором, скажем так. И, собственно говоря, дальше они там уже по меткам выкладывают камень. Разбивают его большие есть камни, разбивают кувалды. И, собственно говоря, все. По бетономешалке. Новая бетономешалка стоит 9 миллионов 500 здесь на севере. И, собственно говоря, ну, такое вложение это 50 тысяч рублей. В принципе, если кого-то устраивает, ну, в принципе, да. То есть, вот я знаю, там вот у нас товарищ, он строит большой объект там на севере, тоже в Тембоке. Там у него 6, по-моему, бетономешалок используется, потому что там большой объем работы используется. Поэтому одновременно, чтобы замешивать много, надо несколько штук. У него там и рабочих 30 человек. И территория большая, гораздо больше, чем у меня. Поэтому, собственно говоря, зависит от того, от объема работы. Тут и развернуться-то негде. Почему я говорю про 3 человек, которые достаточно здесь, потому что и так будут ходить толкаться, потому что когда все разрыли мы траншеи под фундамент, места совсем не осталось здесь. И вот так все это сейчас выглядит, как бы ограничено пространство. Так, цемент, я, наверное, уже говорил, цемент разные есть фирмы, но, в принципе, 50 килограмм в пределах 60-57, вот я покупаю вот этот Босва. Цемент стоит, мешки по 40, стоит 50, хорошая цена, 50 тысяч. Вот, собственно говоря, так. Ну, с доставкой, может быть, и бесплатно сюда. Пока сам привозил, на своей машине привозил цемент, ну, понемножку. По тому, как работать тяжело, только единственное, что жарко. То есть можно, конечно, и самостоятельно все делать, если есть желание, но, наверное, все-таки надо прибегать к помощи рабочих, доедать работу надо местным населению. Хотя вот видите, они там отказываются от работы. Видимо, не знаю, что их не устраивает. Количество людей. Ну, я не тороплю их с работой. У нас ведь не контракт, у нас просто повременная оплата. Сколько сделали, столько сделали. Но они все равно, видимо, это как-то посчитали много, наверное, работы для них. И сказали, нет уж, ребята, мы не будем так делать. Вот. Что, собственно говоря, все пока на сегодня, 31 октября 2020 года. Спасибо за просмотр.